Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и вы никогда не догадаетесь, где я. Шучу, конечно, догадаетесь, я же вам об этом говорила. Я в Пекине, вернее, я была в Пекине пару месяцев назад, и наконец-то могу поделиться с вами всей красотой и приключениями, которые со мной произошли. Устраивайтесь поудобнее, активируйте субтитры, если они вам нужны, и приятного просмотра! Итак, это была моя первая поездка в Азию, и я, конечно же, была в большом предвкушении, несмотря на то, что ехать мы туда решили спонтанно. Билеты мы купили буквально за 2 дня до вылета, поэтому у нас не было никаких заранее простроенных маршрутов, планов, и мы просто решили, что совсем разберемся на месте. Что, в общем-то, и получилось. Ездила я туда со своей подругой, поэтому я говорю не я, а мы во множественном числе, потому что я была не одна. С погодой, как вы могли заметить, нам не очень повезло, особенно первые несколько дней. Лил жуткий дождь, мы приходили домой полностью промокшие, пока не обнаружили гениальное изобретение китайцев – резиновые накладки на обувь. Если наличие дождевика в дождь было более-менее очевидно, то наличию резиновых накладок на обувь мы очень удивились. Удивились в приятном смысле, потому что благодаря им нам впоследствии удавалось возвращаться домой в сухих кроссовках. Всем привет из Пекина! А это я довольная иду в тех самых резиновых накладках, в дождевике, сухая и чистая. Еще одна небольшая сложность, с которой мы столкнулись помимо дождя, было время, а вернее разница во времени. Время в Пекине отличается от московского на 5 часов, и в первые 2-3 дня было очень сложно просыпаться, потому что, вставая в 9-10 утра по Пекину, мы вставали в 4-5 утра по Москве. И как бы мы ни пытались ложиться спать пораньше, чтобы как можно скорее перестроиться на другое время, на другой часовой пояс, у нас это плохо получалось, и мы очень сложно просыпались. А позволить себе просыпаться поздно мы не могли, потому что примерно в 5 часов вечера уже темнело, и многие достопримечательности в это время уже закрывались. То есть нам нужно было успеть за день посмотреть те места, которые были открыты. Все это на вечер мы оставлять не могли, поэтому кое-как нам приходилось вставать и идти гулять и наслаждаться настолько, насколько это было возможным. Но в целом самое сложное это было проснуться. Потом, когда мы уже выходили на улицу, сон снимало как рукой, нам было хорошо и никаких проблем не было. А это запретный город. Он был построен в начале 15 века и называется так, потому что в него был запрещен доступ простым людям. Туда мог попасть только император и его ближайшее окружение. Сейчас этот комплекс входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и туда может попасть любой желающий. Это такой город в городе. Он очень огромный, и на него можно потратить целый день. Мы там ходили, наверное, часа 3. Весь его не обошли, потому что уже очень устали.
Но и в целом нам этого хватило. Мы немножко устали не только от ходьбы, но еще и от количества людей, которое там было. И нам захотелось пойти в какое-то более тихое место. Такие не туристки, конечно. А дождь идет, идет и идет. Но сейчас у меня много скорых. У меня уже 3 за вчера и уже 1 за сегодня. Но это мало. А потом мы пошли в парк Цзиньшань. Он находится прямо напротив запретного города, и, надо сказать, там нам понравилось намного больше. Там было значительно меньше людей, и чувствовалась атмосфера спокойствия и умиротворения, особенно под звуки дождя, который так и не прекратился. А если подняться на самую высокую точку этого парка, то можно увидеть запретный город сверху. И в этом тоже есть своя прелесть. Помнишь, я тебе сказала, когда мы поднимались, что там есть какие-то домики? Вот эта дорожка была к ним. А потом мы спустились вниз к этим зданиям и удивились, насколько там красиво и насколько там пустынно. В том смысле, что конкретно в этом месте почему-то не было туристов. Хотя, как нам показалось, место довольно туристическое, и грех пройти мимо него. Это, пожалуй, было одно из самых красивых мест, которые мы увидели, и его ценность заключалась еще и в том, что мы его нашли чисто случайно. То есть мы просто поднялись на верхнюю точку, увидели свысока, что там внизу что-то есть, и решили спуститься и посмотреть поближе, что же там такое. И уходить оттуда совсем не хотелось. Это высокая точка и важный ландшафтный узел на центральной оси Пекина. Вообще вот это вот что. И на этом у меня сегодня все. Это еще не конец моего путешествия по Пекину, так что через неделю ждите следующий влог. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, если да, и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!